Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу о еще одном очень интересном устройстве от киевского проекта MCH – энергомониторе постоянного тока на 10 ампер. В отличие от устройства, про которое я рассказал в одном из своих предыдущих видео, кто не смотрел, ссылка в описании, герой обзора способен работать с намного большими токами до 10 ампер против 3 ампер у упомянутой версии. Кроме этого, он осуществляет расчет показаний мощности и потребленной энергии. Нет необходимости писать эту логику на стороне Home Assistant. Единственный недостаток, который можно найти, старшая версия не умеет определять направление тока, однако этот момент несложно поправить программно. А перед тем, как мы начнем, традиционно попрошу вас подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры, и поставить лайк этому видео, это поможет находить его другим людям, интересующимся темой умного дома. Конструктивно устройство выполнено в виде коробки размером 100 на 70 на 25 мм. Вход и выход устройства расположены на одной из узких сторон. Стоит понимать, что, как и предыдущая версия, этот энергомонитор также работает в оба направления и может быть включен в цепь между аккумуляторами и источником бесперебойного питания. Отличие состоит в том, что он не умеет определять направление тока, в то время как младшая версия показывает его в зависимости от этого либо со знаком плюс, либо со знаком минус. По контактам: два центральных это вход, два крайних выход. Плюсовые контакты слева, минусовые справа. В стандартном исполнении диапазон входных напряжений от 9 до 32 вольт, но на заказ возможно расширение диапазона до 300 вольт включительно, с разрешением до 0,01 вольта. Максимальный ток нагрузки до 10 ампер, мощность в зависимости от шунта до 320 Вт, точность измерения 1%. На одной из сторон находится отверстие, под которое находится кнопка перевода в режим сопряжения. Для этого ее нужно нажать 4 раза. Возле нее под корпусом находится синий светодиод, его видно сквозь корпус. Раз я уже несколько раз упоминал младшую двустороннюю версию, вот она в сравнении с героем этого обзора. Напомню, что хотя она и определяет направление тока, но максимум тянет только 3,2 ампера, а из параметров кроме тока показывает только напряжение, остальное надо писать кодом. Для разборки корпуса надо открутить 4 самореза. Сам же корпус разработан конкретно под это устройство и распечатан на 3D принтере. Собран энергомонитор на базе модуля CC2530 с усилителем, соответственно работает по протоколу ZigBee 1.2, но по большому счету какой-то необходимости в переводе на ZigBee 3.0 тут нет. Измерительная часть собрана на PZM 017. Для проведения первого тестирования я буду использовать лабораторный блок питания и электронную нагрузку. Выставлен режим фиксированной мощности 100 Вт. Разница в показаниях между ними около 1% за счет небольшого падения напряжения на соединении. Блок питания подключен к центральным контактам, нагрузка к боковым. Диод мигает, устройство находится в режиме сопряжения. Энергомонитор ориентирован на работу в ZigBee to MQTT, внешний конвертер к нему предоставляется автором. Записываем его в папку дополнения и указываем его название на странице веб-интерфейса с соответствующим названием, после чего ZigBee to MQTT нужно перезагрузить. Включаем режим добавления новых устройств, энергомонитор проходит опрос и подключается в систему. Тут у меня используется USB ZigBee координатор Sonoff ZB Dongle P. Хотя и герой обзора и монитор из прошлого обзора собраны на CC2530, тут еще применен усилитель, а прошивка для роутера. То есть этот энергомонитор может передавать и получать данные от и для других узлов сети. Страница экспозиции. Тут есть 6 параметров: время работы в секундах, уровень качества связи, напряжение, ток, мощность и энергия. Особенность состоит в том, что значение напряжения тока нужно разделить на 100, а мощность на 10. Энергия в ватт-часах отображается корректно. В данный момент видно питание на входе 11,98 вольта, что соответствует значению на блоке питания. Запустим тест. Энергомонитор находится между блоком питания и нагрузкой. Сравним показания. Блок питания и нагрузка примерно сходятся в значении тока 8,48 ампера, но напряжение на нагрузке ниже 11,79 вольта. На блоке питания показывает 12 вольт. За счет этого и мощность не 100, а почти 102 Вт. Энергомонитор показывает значение напряжения ближе к нагрузке 11,85 вольта. Но он считает, что ток равен более 8,55 ампера, соответственно и мощность ближе к блоку питания 101,5 Вт. Но в целом все в пределах примерно 1–1,5%.
Теперь пора перейти к основной задаче интеграции источника бесперебойного питания постоянного тока в Home Assistant. Ссылки на его обзоры смотрите в описании под видео. Устанавливать энергомонитор я хочу между аккумуляторами и самим бесперебойником. Я специально сделал соединители на разъемах XT60, чтобы легче было включаться в эту цепь. Теперь не нужно ничего отключать, просто размыкаю существующую пару контактов и между ними устанавливаю энергомонитор. На всякий случай уточню, это тестовый стенд, для постоянного использования, конечно, проще обойтись винтовыми соединениями. Вход, центральные контакты подключены к бесперебойнику, выход крайний к аккумуляторам. У меня используется сборка 5S2P, 10 литий железофосфатных аккумуляторов 21700. Сейчас без нагрузки, напряжение на аккумуляторах 16,42 вольта, в цепи течет небольшой ток, нагрузка пока не подключена. А это с подключенным блоком питания, напряжение выросло, идет зарядка, у меня она ограничена 3 амперами. Так как монитор не видит разницы с направлением тока от бесперебойника к аккумулятору или обратно, то для мониторинга внешнего питания лучше использовать внешний сенсор электричества. Видео о том, как его можно легко сделать, вы также найдете в описании. Вот так выглядит страница устройства Home Assistant. Перед тем, как мы красиво причешем эти показания, я расскажу о еще одной важной особенности устройства. Для ее реализации нам нужно узнать адрес топика устройства в Mosquito Broker. Это можно сделать, например, при помощи MQTT Explorer. Отсюда можно его просто скопировать. В Home Assistant есть служба MQTT Publish. На этом экране я запускаю ее напрямую с панели разработчика страницы службы. Вставляем скопированный адрес и добавляем к пути топика set. Если отправить на него эту команду, то она обнулит значение счетчика энергии. Согласитесь, это гораздо удобнее, чем писать логику для ее подсчета, как это было с первым энергомонитором. Вот так это выглядит в коде. Мы еще вернемся к этой опции чуть дальше, а текстовую версию показанного паккеджа вы, как всегда, найдете в описании под видео. Страница после обнуления счетчика энергии. Эту особенность мы и будем использовать в автоматизации для подсчета отданной аккумулятором энергии. Начнем с создания сенсоров с показаниями, приведенными в нормальный вид. Вот так они будут выглядеть в интерфейсе. В верхней части небольшая карточка для управления внешним питанием на бесперебойнике сенсором электрики. Ниже кастомизированные сенсоры с энергомонитора, уже с учетом коэффициентов и единицами измерения. Как всегда, весь код, который я написал в ходе этого урока, находится в отдельном файле паккеджа, ссылку на который вы найдете в описании под видео. Вот блок шаблонных сенсоров, которые преобразовывают значения с устройства в читабельный вид. Для получения значения напряжения в вольтах и силы тока в амперах сырые показания нужно разделить на 100. Тут я применил округление до второго знака, но по сути показания и так передаются с таким разрешением. Для получения значения мощности в ваттах показания от устройства нужно разделить на 10. Показания энергии я сюда добавил скорее для общности, так как преобразований тут нет, значения и так передаются в ватт-часах. И для user-friendly отображения в интерфейсе я добавил в паккедж секцию кастомизации. На логику она влияния не оказывает, если вам это не важно, то можно проигнорировать. Каждому из сенсоров присвоено имя, которое и будет по умолчанию отображаться в интерфейсе при добавлении на карточку. Класс устройства. Он определяет тип иконки по умолчанию, а для бинарных сенсоров еще и название для каждого из состояний. Перечень этих классов строго регламентирован, его можно посмотреть на официальном сайте Home Assistant. Единицы измерения каждого из параметров. Тут можно использовать и локализованные значения на родном для вас языке. Я же указал значение из того же официального списка классов устройств для сенсоров. Логику начнем писать с сенсора заряда. Как и в предыдущей части видео, это расчетная величина, которая ориентируется на диапазон между напряжением заряда аккумуляторов и напряжением отключения при низком разряде. Учитывается фактический уровень напряжения и ток, который течет в цепи между аккумуляторами и бесперебойником. Сейчас аккумуляторы заряжены, электрика есть, подключенная нагрузка работает от внешнего источника питания. Отключаем внешнее питание, нагрузка теперь работает от аккумуляторов. Сенсор уровня заряда реагирует на изменение напряжения. Скачок происходит из-за того, что оно несколько просаживается от такой нагрузки. Как вариант, в качестве верхнего расчетного предела можно использовать не напряжение заряда аккумулятора, а значение, которое отдает полностью заряженный аккумулятор в момент переключения нагрузки на него. Это вопрос к обдумыванию и обсуждению.
Возвращаем внешнее питание, теперь напряжение резко выросло, пошел заряд аккумулятора, сенсор заряда прыгнул, но в другую сторону. Тут я сделал одну небольшую доработку. Хотя напряжение уже достигло верхнего уровня, ток заряда еще большой, и сенсор показывает не 100, а 99%, так как аккумулятор еще не полностью заряжен. И только когда он снизится до совсем небольшого значения, сенсор покажет 100%. В этом тесте использовалась электронная нагрузка в режиме фиксированной мощности на 50 Вт, подключенная к DC-преобразователю на 12 вольт. Это два элемента ввода чисел, те самые ползунки, где я устанавливаю значение напряжения. Максимальное равно напряжению заряда аккумулятора, установленному на бесперебойнике. Уровень заряда рассчитывается в шаблонном сенсоре. Я решил его немного видоизменить по сравнению с тем, что показывал видео про первый энергомонитор. В начале две переменные. Первая – это значение напряжения заряда, верхний предел. Вторая – это диапазон рабочих напряжений, разница между напряжением заряда и отключением. Я их добавил для того, чтобы не усложнять расчетную формулу, но в принципе можно обойтись и без переменных. Первое изменение сравнительно с прошлой версией. Показателем 100% уровня заряда тут является значение силы тока менее 0,05 ампера. Опытным путем я установил, что при включенном внешнем питании заряженных аккумуляторах ток в цепи около 0,02 ампера. При отключенном внешнем питании даже без нагрузки ток равен 0,1 ампера, то есть выше этого значения. Еще одно новое условие: если напряжение на аккумуляторе уже достигло верхнего предела, но ток при этом больше 0,05 ампера, значит заряд еще не закончился и сенсор принимает значение в 99%. И если не сработало ни одно из предыдущих условий, тогда рассчитываем процент уровня заряда. Сначала от верхнего предела отнимаем фактическое значение напряжения на аккумуляторе. Далее умножаем эту разницу на 100 и делим на вторую переменную, диапазон рабочих напряжений. Тем самым получаем значение в процентах. А для получения уровня заряда аккумулятора нужно от 100% отнять рассчитанную только что разницу в процентах. Следующий логический объект, который мы рассмотрим, сенсор состояния аккумулятора. Сейчас внешнее питание есть, ток небольшой, аккумулятор полностью заряжен. Отключаем питание, состояние изменилось на режим работы от аккумуляторов. Питание вернулось, следующее состояние – зарядка батареи. Когда сила тока снизится, сенсор определит, что аккумулятор заряжен. Логика построена на еще одном шаблонном сенсоре. Первая часть кода определяет состояние, вторая – вид иконки, которая тоже меняется в зависимости от него. Первое условие проверяет наличие внешнего питания по сенсору электричества, и ток в цепи аккумулятора должен быть меньше 0,05 ампера. При его соблюдении статус сенсора батарея заряжена. Следующее условие сработает также при наличии внешнего питания, но ток выше, чем 0,05 ампера. Это говорит о том, что аккумулятор заряжается. При отсутствии внешнего питания также возможны два варианта состояний. Первый, когда сенсор уровня заряда, который мы только что рассмотрели, имеет значение выше 10%, в таком случае статус работы от аккумулятора. Во втором случае, когда напряжение на аккумуляторах просело и уровень заряда определяется как 10 или ниже, тогда статус сенсора состояния будет низкий уровень заряда. И вторая часть сенсора в зависимости от его состояния определяет иконку, которая отображается в интерфейсе. Это чисто визуальная составляющая, на логику влияния не оказывает. Теперь применим этот сенсор в автоматизации. Питание есть, аккумулятор заряжен. Отключаем питание. Сенсор изменил статус, счетчик энергии сбросился. Зафиксировалось время отключения. Уведомление о начале автономной работы. Можно его отправлять и, например, в Telegram. Давайте подождем немного, чтобы аккумулятор успел отдать какое-то количество энергии. Внешнее питание восстановлено. В
тексте уведомления пишется, сколько времени проработал бесперебойник и сколько энергии было отдано. Но это еще не все. Энергия снова сброшена в ноль. Теперь ведется подсчет, сколько энергии будет отдано в сам аккумулятор при зарядке. Прошло еще немного времени, ток заряда начал падать, аккумулятор почти зарядился. Счетчик энергии показывает, сколько ее было залито при заряде. Статус изменился на «Батарея заряжена». Новое уведомление, в котором указано время зарядки и количество энергии. Немного дольше по времени и больше по энергии, чем при разрядке. Давайте теперь разберем логику. Для фиксации времени начала и завершения работы от аккумулятора и его заряда я, как и в первом видео, использую поля ввода времени и даты, которые прописал в этом же паккедже. Напомню, что их можно создавать и в интерфейсе в меню «Вспомогательное». Благодаря тому, что в созданном нами сенсоре есть сразу несколько вариантов состояния, то триггер в этой автоматизации самый простой. Он отслеживает любое изменение статуса сенсора состояния аккумулятора. Тут используется селектор условий, который позволяет запускать разные действия в зависимости от того, какое из условий выполняется. Первым условием я поставил режим работы от аккумулятора. Сенсор в него переходит после пропадания внешнего питания. Первым делом обнуляется значение счетчика энергии, чуть ранее я уже упоминал эту опцию. Это позволит нам подсчитать, сколько энергии было отдано при разряде аккумулятора. Затем фиксирую в поле ввода даты времени момент перехода в режим работы от аккумуляторов. Далее отправляется уведомление. Тут я использую системное сообщение в интерфейсе Home Assistant, но в реальности лучше использовать, например, Telegram. В тексте я указываю время события. Следующее условие в селекторе – переход в состояние «батарея заряжается». Это происходит после того, как восстанавливается внешнее питание. В этом случае фиксируется время завершения автономной работы во второе поле ввода даты и времени. Это нужно, чтобы рассчитать интервал. Далее отправляется системное уведомление о том, что питание восстановлено, и данными о том, сколько проработал бесперебойник и сколько энергии он смог отдать. Время рассчитывается следующим образом. Переменной, я назвал ее просто S, присваивается разница между временем завершения и временем начала разряда. Она будет в виде целого числа количества секунд. Далее формируется сообщение «Упс, продержал» и шаблон из 3 значений, разделенных двоеточием, каждое из которых отображается в виде 2 цифр. Далее в скобках расписывается, как заполнить эти цифры. Первое значение – это количество часов. Оно рассчитывается как целочисленный остаток отделения на количество секунд в сутках, разделенный на количество секунд в часах, то есть сколько часов проработал бесперебойник. Затем подобным образом, но используя уже количество секунд в часах и минутах, получаем количество минут и в конце секунды. Подробнее о таких операциях смотрите мои обучающие видео про шаблоны, ссылки в описании. Эта строка просто отправляет текущее значение счетчика энергии, который был обнулен сразу после перехода в автономный режим работы. Далее ставлю задержку на 2 секунды, чтобы все успело корректно отработать. И вновь обнуляю счетчик энергии, теперь он будет считать, сколько ее будет потрачено для полного заряда аккумулятора. И фиксируем время начала процесса зарядки, записав его в первое поле ввода даты и времени, точно так же, как и при разряде. Следующее условие отработает после того, как аккумулятор будет полностью заряжен. Здесь используется тот же принцип работы. Фиксируем во втором поле время завершения и отправляем сообщение, которое сделано в таком же формате – длительность и количество энергии. Заменены только текстовые вставки «Аккумулятор заряжался» и «Полученная энергия». Последнее условие, когда уровень заряда аккумулятора достигнет 10%. В этом случае отправляется предупреждающее сообщение. В бытовом применении стоит выяснить время, необходимое для завершения работы сервера управления умным домом, и установить лимит таким образом, чтобы успеть это сделать до отключения аккумуляторов бесперебойника. Отключение сервера можно запустить сервисом Hasio Host Shutdown. Если у вас к бесперебойнику подключено несколько устройств, то можно настроить их отключение ступенчато в зависимости от приоритетности. Например, резервный сервер отключать на 30% заряда, тем самым увеличивая время автономной работы основного сервера.
В завершении видео решил показать результат своего продуктивного теста. В нем я ориентировался на реальную мощность устройств, которые составляют ядро моего умного дома порядка 30 Вт. Нагрузку установил в режим постоянной мощности на 35 Вт с запасом. Подключена она к DC-конвертеру на 12 вольт. То есть тут двойное преобразование в 19 вольт на выходе бесперебойника и затем в 12 вольт на DC-преобразователе. Тест длится уже более часа, это видно по зафиксированному времени. Резкий скачок вниз по напряжению и соответственно уровню заряда происходит в самом начале, далее он уменьшается плавно. Аккумуляторы отдали уже более 50 Вт-часов энергии. Мощность 39 Вт, из которых 35 нагрузка, остальное затраты на преобразование. Последние условия автоматизации я решил немного расширить. Добавил время события, когда уровень заряда дойдет до 10%, и сколько энергии при этом было отдано. В моем случае бесперебойник продержал 2 часа 13 минут, отдав 86 Вт-часов энергии. Это по 8,6 Вт-часа на каждый аккумулятор, то есть 2,68 Ампер-часа при среднем напряжении 3,2 вольта. С учетом того, что они заряжаются примерно до 3,45 вольта вместо 3,65 по спецификации, то неплохой и ожидаемый результат. Этот энергомонитор прекрасно подходит для применения в рассмотренном кейсе и подобных ему, где ток нагрузки не превышает 10 А, мощность и рабочее напряжение соответствуют диапазону. К достоинствам отнесу наличие всех необходимых параметров мониторинга – напряжение, ток, мощность и энергию. Очень большой плюс – это возможность обнуления счетчика энергии из автоматизации. Кстати, количество отданной энергии тоже может служить показателем уровня заряда вместо напряжения, и возможно этот показатель будет даже точнее. К минусам, даже не совсем минусам, а скорее неудобствам, отнесу то, что устройство не умеет определять направление тока. Поэтому, как я и показал в видео, его нужно использовать совместно с сенсором электричества. В описании я оставлю ссылку на низковольтные версии для подключения непосредственно на вход бесперебойника. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимые ссылки на текстовые файлы, обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу Facebook и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!